Всем привет! Мы в Саудовской Аравии, стране с самыми строгими законами, действующей полицией нравов, мощнейшим паломническим туризмом и смертной казнью. Лишь недавно королевство приоткрыло свои границы, и в медиапространство полетели первые впечатления от туристов, посетивших эту страну. Все свои проблемы и какие-то неудачные решения или любой негатив Саудовская Аравия предпочитает прятать. Дело в том, что снимать тут просто так никому ничего нельзя. Надеюсь, эта съемка не закончится для меня тюрьмой. Почему в Саудовской Аравии по-прежнему живут обычаи и законы, которые многие посчитают средневековьем? Тут много чего нельзя делать. За объятия и поцелуи на улице грозит гигантский штраф. Страна кажется настолько закрытой и другой, что поездка сюда воспринимается как вызов себе. Так ли это на самом деле, мы сейчас постараемся выяснить. Древние истории городов, расположенных на торговых путях, уникальные природные ландшафты, мощнейший паломнический трафик, религии ислам, безумные современные проекты, консервативные мусульманские законы и жесткое наказание за их неисполнение, и огромные богатства от доходов от продажи нефти. Такой нам виделась Саудовская Аравия до поездки. Да, интересный наборчик получается, и во всем этом нам предстоит разобраться. Поэтому не будем тратить время, ведь оно сейчас на вес золота у всех. И даже у тех, кто ненадолго оторвался от своих кроссвордов, сидя на диване, и смотрит это видео. Поехали! Обязательно вы обязаны соблюдать строгий дресс-код. А вот здесь настоящий ад летом, я так понимаю. Да. Безусловно, здесь каждый найдет то, что ему понравится. Вот это настоящая арабская сказка. Прежде чем начать, хочу рассказать о том, как я решился на поездку именно сюда, то есть о главной цели моего визита в страну. Говорят, что Красное море местного разлива очень девственное и нетронутое широкой дайверской индустрией, то есть напоминает Египет эдак лет 40 или 50 назад. Это нас заинтересовало. И отечественная дайв-дива Светлана Тибелиус, которая как раз и специализируется на разного рода эксклюзивчиках, собрала команду из 25 дайверов, и вот мы здесь. Но про дайвинг будет отдельный выпуск, и чтобы его не пропустить, не забудьте подписаться на канал. Вторая же цель – это познакомиться с городом-портом Джидда, узнать, чем он живет, что из себя представляет и чем он отличается от той же Дохи или Дубая. Посетить другую климатическую зону, расположенную в Табуке, и немного больше узнать о жизни местного населения. Увидеть мечеть пророка Мухаммеда, равную по площади 58 футбольным полям, расположенную в городе Медина, который так же, как и Мекка, является центром паломничества среди мусульман со всего мира. Отправиться в настоящее путешествие по окрестностям Аль-Улы, посещая уникальные природные памятники и погружаясь в историю древних торговых путей. А еще, помимо всего вышеперечисленного, практически каждый день мы становились участниками настоящего джип-сафари. И это добавляло адреналина в наше путешествие. Прежде чем отправиться на улицы городов, важно озвучить несколько главных фактов об этой стране. Саудовская Аравия – крупнейшее государство на Аравийском полуострове и одно из самых значительных в регионе Ближнего Востока. Ее география, климат и стратегическое положение играют важную роль в политической, экономической и культурной жизни страны.
Королевство Саудовская Аравия лежит в центральной части Аравийского полуострова, который также включает в себя такие страны, как Йемен на юге, Оман на юго-востоке, Объединенные Арабские Эмираты и Катар на востоке, Бахрейн, Кувейт и Ирак на северо-востоке и Иордания на северо-западе. Но все они ничтожно малы по сравнению с этим государством. Большую часть территории Саудовской Аравии занимают пустыни. Красное море и Персидский залив являются важными водными путями для международной торговли. Саудовская Аравия знаменита своими огромными запасами нефти и газа, что делает страну одним из ключевых игроков на международном энергетическом рынке. Нефтяные месторождения расположены в основном на востоке страны, что придает важное значение территориальному делению. Географическое расположение Саудовской Аравии на пересечении торговых маршрутов между Европой, Азией и Африкой делает ее стратегически важной для международной торговли. Порты, такие как Джидда и Даммам, служат основными хабами для морских грузоперевозок. Саудовская Аравия является домом для двух священных мест ислама – Мекки и Медины. Паломничество в Мекку привлекает миллионы мусульман со всего мира каждый год, что также оказывает значительное влияние на экономику страны. Королевство занимает центральное место в арабской политике и является одним из основных членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Страна активно участвует в вопросах безопасности и стабильности в регионе, играя важную роль в противодействии экстремизму и обеспечении политической стабильности на Ближнем Востоке. А в данный момент является местом переговоров международных делегаций. Таким образом, география Саудовской Аравии, ее природные ресурсы и стратегическое положение делают страну ключевым игроком не только на Аравийском полуострове, но и на всей международной арене. История королевства также очень богата, но пересказывать ее я не собираюсь, а лишь хочу отметить очень важные моменты, которые повлияли на современный склад государства. В 570 году нашей эры в Мекке родился пророк Мухаммед. В 610 году он начал проповедовать ислам, который быстро распространился по Аравийскому полуострову. Мекка стала святым городом для мусульман, и ежегодное паломничество стало обязательным для всех верующих. Далее на территории Саудовской Аравии возник арабский халифат. Позднее она находилась под покровительством Османской империи, и лишь в начале 20 века, после ряда конфликтов и войн, Абдул-Азиз аль-Сауд начал объединение различных племен и территорий на Аравийском полуострове. В 1932 году он провозгласил создание королевства Саудовская Аравия по названию рода Аль-Сауд. В 1938 году в королевстве была обнаружена нефть, что привело к экономическому и инфраструктурному развитию. Саудовская Аравия стала одним из крупнейших производителей и экспортеров нефти в мире. Это кардинально изменило экономическую и политическую структуру страны, что позволило королевству развивать социальные программы, образование и здравоохранение. В королевстве действовали довольно-таки суровые законы, основанные на правилах шариата. За воровство отрубали конечности. За тяжелые преступления виновным публично отрубали головы. Женщины имели очень мало прав и не могли появляться в общественных местах без сопровождения родственника мужчины. За употребление, изготовление или ввоз алкоголя можно было оказаться в тюрьме. Запрещено все, где было упоминание о колдовстве и многое другое, что нам, европейцам, покажется весьма необычным и жестким. Совсем недавно, в 2017 году, наследным принцем стал Мухаммед бин Салман, который инициировал программу «Видение 2030», направленную на диверсификацию экономики, уменьшение зависимости от нефти и развитие сектора услуг, туризма и технологий. В рамках этой программы также происходят социальные реформы, такие как предоставление женщинам больших прав, возможность посещения спортивных мероприятий и праздников, послабление в одежде и даже возможность вождения автомобиля и работы в учреждениях и компаниях.
Таким образом, на рубеже второй четверти 21 века Саудовская Аравия находится на перепутье между традиционными исламскими ценностями и современными требованиями глобализированного мира. Правительство стремится адаптироваться к изменениям, сохраняя при этом культурную и религиозную идентичность страны. И ярким примером этого является город Джидда, по которому мы сейчас отправимся на экскурсию вместе с человеком, который очень хорошо разобрался в этом непростом государстве. Знакомьтесь, наш гид на сегодня – очаровательная Евгения. Итак, мы находимся с вами в старом городе Аль-Балад. Аль-Балад был основан в VII веке. Мы находимся с вами в самом центре исторического центра. Именно отсюда развивается современный город. По данным археологов, Джидда была основана в конце VI века до нашей эры выходцами из Мариба. На протяжении сотен лет город оставался лишь маленьким рыбацким портом, пока в 647 году третий из мусульманских халифов Усман ибн Аффан не сделал его главным пунктом приема паломников, совершающих хадж. С тех пор началось быстрое развитие Джидды в качестве важнейшего порта и торгового центра на берегах Красного моря. То есть уже с VII века начинается развиваться религиозный бизнес, такого рода. То есть паломники приезжали, останавливались в городе Джидде и были в безопасности. В 969 году Джидда вошла в состав фатимидского халифата. Благодаря активной внешней политике и торговле фатимидов, торговые связи Джидды расширились до Индии и Китая, что способствовало дальнейшему расцвету города. Богатство города часто привлекало взоры правителей сопредельных государств. Впрочем, новым хозяевам Джидды хватало мудрости не грабить ее, а пользоваться огромными торговыми возможностями. Приход в 1177 году аюбидов принес Джидде еще большее развитие торговли. Мы с вами увидим очень много купеческих домов, которые как раз разбогатели на том, что привозили в старый город дерево, специи, благовония, золото и различные материалы, которые мы с вами увидим уже в самом городе. Территория Джидды неоднократно переходила под власть разных народов. В XIII веке это были мамлюки, а в начале XVI века – османы. Но город жил своей жизнью, расцветая и становясь больше. После того, как в 1497 году Васко де Гама открыл путь в Индию, и в Индийском океане стали появляться португальцы, наводя страх на мусульманские государства в регионе, власти решили усилить обороноспособность Джидды как главного мусульманского порта. Эти вложения окупились с лихвой, ибо португальцы не решились на штурм города, а ограничились незначительным обстрелом с моря и уничтожением мусульманского судоходства в регионе. Раньше здесь было королевство Хиджаз, еще до прихода семьи Аль-Сауд. В королевство Хиджаз у нас входила Мекка, Медина, Джидда, Янбу, Таиф и другие ближайшие города. Сейчас же мы находимся с вами в провинции, которую также называют Хиджаз. И в целом архитектуру, которую мы с вами видим, культуру, которую мы с вами наблюдаем именно в этом регионе, в этой провинции, также и называется хиджази, то есть хиджазская культура, хиджазская архитектура, хиджазские традиции, даже хиджазские традиционные национальные костюмы. Хиджазское царство просуществовало аж до 1932 года и, объединившись с Недждом, стало называться Саудовской Аравией. Мы с вами находимся в пустыне. Откуда же они добывали материал для строительства старого города, как вы думаете? Это же торговля. Ну, не совсем так. Посмотрите, сколько много здесь домов, какие они огромные. Конечно, они добывали материал со дна Красного моря. Это коралловый известняк и мелкий ракушечник. А если это коралл и мелкий ракушечник, по ходу тогда у этого камня, то есть по строительному материалу, не очень хорошая теплонепроводимость. То есть он, в принципе, зимой тепло, летом прохладно. Да, именно так. Поэтому они уже с тех времен были очень умными и знали, как спастись от знойной жары. Поэтому... Кстати, про знойную жару, сколько летом здесь температура? Летом температура может подниматься до 50 градусов. Друзья, то есть те, кому не нравился климат на Бали, и вам казалось, что там очень жарко и очень влажно, поверьте, вот там было еще так себе, а вот здесь настоящий ад летом, я так понимаю. Да, не для слабонервных. Поэтому у кого есть возможность, те уезжают отдыхать на Средиземноморское побережье.
Мы гуляли по старому городу и наслаждались его прохладой, архитектурой и особой атмосферой. Я уже много раз гулял по старым центрам других мусульманских городов – Египта, Турции, Арабских Эмиратов, Ливана. Но здесь была какая-то своя особенная атмосфера, и я долго не мог понять, в чем ее главная особенность. А потом понял, тут никто тебя не зазывал за покупками, никто ничего не впаривал, никаких тебе папирусов, духов, сувениров. Все чинно и спокойно занимались своими делами, не напрягая никого своим вниманием. Даже мулла призыв к молебну распевал не очень громко. И это, я хочу вам сказать, очень круто. Одна из самых главных локаций старого города – это дом семьи Насифа, где останавливался король Абдул-Азиз, первый король Саудовской Аравии в 1925 году. Ничего себе, То есть какая этот древность. дом, да, который мы с вами сейчас буквально увидим, это временная королевская резиденция. Друзья, ну вот прямо за мной находится тот самый дом, в котором останавливался король Абдул-Азиз. А около дома растет очень колоритное, большое, зеленое ветвистое дерево. Да, но этот дом по праву считается самым богатым здесь, в Джидде. Постояв на этом перекрестке пару минут, я обратил внимание, как ожил город с приближением заката. Но, во-первых, спала жара, когда солнце спряталось за зданиями. Во-вторых, скоро время ифтара, то есть долгожданного ужина. Вы, наверное, обратили внимание, что здесь очень много кошек и абсолютно нет собак. Дело в том, что собака здесь считается неправильным животным, вот, и они очень уважают кошек. Но, как мне кажется, что это еще пошло, вот эта любовь кошачья с Египта. Ну, в общем, с кошками здесь так же, как и в Израиле, так же, как и в Стамбуле, с кошками здесь прям вот все хорошо. Чем ближе солнце стремилось к закату, тем активнее становилась уличная движуха. Вот посмотрите, все кафешки готовились, расставили мебель, накрыли столы, люди занимали места и ждали долгожданную песню муллы. Жень, ты знаешь, мне очень понравилось. Вот здесь я теперь понял, что такое, в принципе, и Саудовская Аравия, и город Джидда. Потому что здесь есть и история, и архитектура, ну и, собственно, все здесь пропитано духом зарождения вот этой торговли, купечества именно арабского. То есть еще в дополнение к этому запах специй мощный. Благовоний, да, благовоний. ут, Здесь, бахур. да, здесь прям Саудовская Аравия настоящая, то есть Да. прям арабский мир, Аравийский полуостров, настоящий Ближний Восток. Полностью с вами согласна, присоединяюсь к каждому слову. Мы тоже после такой длительной прогулки зашли в традиционное кафе, чтобы до конца погрузиться в местную культуру и поужинать так, как делают все местные во время Рамадана. Мы находимся с вами в традиционной кофейне старого города. Буквально через 5 минут у нас с вами начнется ифтар. И мы с вами видим типичный ифтар местных жителей. Что же он из себя представляет? Ну, во-первых, это саудовский кофе. Да? Многие называют его арабский кофе. Да? Мы называем его саудовский кофе. Это обязательно финики. Они у нас скоро появятся на столе. Это обязательно самбуса. Она бывает с мясом, бывает с сыром. И фуль. Фуль – это бобы, которые едят специальной лепешкой, которая называется тамис. У нас с вами интересный напиток на столе. Как нам сказали, это фруктовый сок, но обычно во время Рамадана на столе должен стоять такой концентрированный сок, который разбавляют с водой, называется вимто. Или собия. Собия – это что-то наподобие, я не могу сказать, что это похоже на наш квас, но он готовится как раз из тех же ингредиентов. Вот. Также сок тамаринда, это индийский финик, и также сок, который делают из винограда или изюма. Прозвучал адан, призыв к молитве, это значит, что мы с вами можем приступать
к ифтару. Что же первое делают местные жители, когда слышат адан? Во-первых, это вода, да, Ну, и, кстати, пить уже действительно очень хочется. очень хочется. А самое главное, это саудовский кофе. Вот этот прекрасный чайничек у нас называется далла. Когда вы приходите в гости к местным жителям, они вам обязательно нальют кофе. Наливается он строго левой рукой и подается правой, потому что правая рука — это у нас рука, да, приветствия, да, то есть обязательно. И обязательно наливаем кофе. Наливаем не полную чашечку, чтобы потом вам наливать постоянно его в ходе разговора. Что же за секрет в этом кофе? Во-первых, зерна арабика, и они у нас легкой прожарки. То есть они практически зеленые, да, не такие, как зерна для турецкого кофе. Второе, туда добавляются у нас с вами следующие специи. Это кардамон, гвоздика, иногда добавляют имбирь, и кто-то даже добавляет шафран. И поэтому он получается такой ароматный, он очень бодрит. И особенно в Рамадан он является просто символом. То есть на столе всегда должен стоять арабский кофе. Вот. И обратите внимание на его цвет. Ведь он совсем не похож на турецкий кофе, да? На облепиховый морс будет больше похож. Да, но тем не менее это тот самый кофе. Видите, но он очень не похож на турецкий, потому что турецкий кофе, во-первых, он очень густой, во-вторых, полностью отличается способ приготовления. Когда мы готовим турецкий кофе, что же мы делаем с вами? Мы берем джезву или турку, и когда только он закипает, мы его с вами снимаем с плиты, да, и подаем на стол. Когда же у нас закипает саудовский кофе, мы убавляем газ и томим его 15-20 минут на медленном огне до полного приготовления. Для чего? Чтобы все специи, которые входят в этот кофе, раскрылись, и чтобы мы почувствовали весь этот аромат. Ну, с Рамаданом. Рамадан Карим. Да. Действительно очень тонизирующий. Да, очень тонизирующий. И самое главное, нужно попробовать его с фиником. Сначала финик, а потом запить кофе. Мы немножко с вами не соблюли полностью всю традицию. Поэтому обязательно попробуйте, да. Так, теперь соблюдаем традиции. Сначала финик. Вкусненько. Вот это настоящая арабская сказка. Так, ну финик финиками, а вот такую самбусу завалить уже хочется. Чебуречного вида. Чебурек мант с картошкой. Вкусно. Ребята, ну айран мы попробовали, кофе попробовали, финик попробовали, самбусу попробовали. И теперь дело доходит до фуля. Фуль — это такие бобы, но, кстати, в ливанской кухне они тоже есть. И по арабским канонам, ближневосточным, едим еду едой. Он отличается от иранского. Печеное, бобовое, ну, как пюре такое, как масло. Очень вкусное. После ифтара старый город кардинально изменился. Во-первых, народа стало в разы больше. Во-вторых, в вечерней подсветке он приобрел совершенно иной облик. А в-третьих, посмотрите, на какой экспонат мы набрели. 18 апреля в Джидде стартует Формула-1. Это не первый год, когда Саудовская Аравия принимает у себя гонки. В этом месяце будет очень много туристов, очень много посещать именно конкретно Джидду. Поэтому мы с нетерпением ждем этого события. То есть вот этот болид, он как бы является живым напоминанием того, что, ребятушки, скоро на улицах все задрожит. А теперь давайте перенесемся из вечерней исторической Джидды в Джидду дневную и современную.
Сергей, обратите внимание, еще один грандиозный проект, который скоро воплотится в реальность. Самый высокий небоскреб в мире, Jeddah Tower. Это ответ саудитов Бурдж-Халифе. Высота его планируется быть в 1 километр. сейчас сколько построено, Жень, не знаешь? На данный момент нет четкой информации, но мы ожидаем увидеть, что же будет дальше. Я думаю, это будет круто, потому что уже чувствуется мощь и колоссальность. Что ж, посмотрим через несколько лет, как растет эта стройка. А пока мы перемещаемся по городу, я хотел бы дать еще немного информации о нем. Джидда – второй по численности город Саудовской Аравии после Эр-Рияда. По данным 2009 года в городе проживало 3,6 миллионов человек, в агломерации около 5. Лишь 45% горожан являются саудовскими подданными. Остальные – временные иностранные рабочие, в основном из Египта, Филиппин, Пакистана, Судана, Эфиопии, Индии и Бангладеш. В городе проживает несколько тысяч выходцев из государств постсоветского пространства, преимущественно Северного Кавказа. Около 90% горожан-саудитов – сунниты, 10% – шииты. Среди иностранцев 3/4 мусульмане, остальные – индуисты и христиане. Почти 65% населения города – это мужчины. Связано это с тем, что свыше 90% иностранных рабочих мужского пола. В 20 веке Джидда стала местом зарождения банковской системы Саудовской Аравии и остается ее центром до сих пор. Город часто называют экономической столицей Саудовской Аравии. И это не мудрено, ведь с 7 века Джидда была известна своими менялами. Паломники прибывали сюда из всех уголков исламского мира, привозя с собой монеты своих государств. Основными секторами экономики Джидды являются логистика, крупный порт и аэропорт, а также узел шоссейных дорог, религиозный туризм, банковская сфера, торговля, строительство, нефтехимия, высокотехнологичная сфера, Саудовский центр биотехнологий, электроники и программирования. Высочайшее здание города – телебашня Джидды. В северной части города планируется построить тот самый высокий в мире небоскреб, о котором я уже рассказывал. А мы тем временем приехали еще на одну важную для города локацию. Жень, судя по тому, что здесь написано яхт-клуб, мы приехали в яхт-клуб. Зачем мы сюда приехали? Расскажи. Это одна из наших самых популярных локаций в городе Джидда. Здесь у нас находится марина, яхт-клуб, променад, очень известная набережная, а также самая главная локация – это плавающая мечеть, куда мы с вами сейчас и пройдем. Ну, пойдемте скорее. Такую Джидду я еще не видел. Это был настоящий контраст. Современная, красивая городская среда с роскошной мариной, модными ресторанами и комфортной прогулочной зоной. Да, Жень, я вижу, что здесь лодочки такие не слабые стоят. Особенно вон та. Это лодки местных. В будущем они хотят принимать также и международные яхты, чтобы сюда приезжали. Обратите внимание на парус. Здесь у нас находится администрация яхт-клуба. То есть все важные вопросы будут решаться именно там. То есть очень интересное решение с точки зрения архитектуры и очень вписывается в общую картинку яхт-клуба. По левую сторону у нас с вами рестораны. То есть те, кто любят европейскую кухню, арабскую кухню. Ну и, соответственно, морепродукты, наверное, здесь тоже свежайшие. У нас есть, да, конечно, морепродукты, это безусловно. Это лобстеры, креветки, крабы, здесь все очень свежее. Здесь находится один из самых больших рынков морепродуктов, рыбы. Ну и Красное море, оно у нас, естественно, рядом, поэтому, безусловно, здесь каждый найдет то, что ему понравится. Прогуливаясь по набережной и запечатляя это все на свою мини-видеокамеру, ко мне уже второй раз подходил сотрудник какой-то секьюрити-службы и спрашивал: а что я делаю? Я снимаю? Я ответил, что да, снимаю на стрёмную непрофессиональную камеру, которая по своим характеристикам хуже его телефона. Женя также вмешивалась в беседу, доказывая ему, что это непрофессиональная техника и что мы снимаем это для себя. С сожалением хочу сказать, что сочных кадров, снятых на профессиональную камеру со светосильными объективами на стабилизаторе, здесь не будет. Так же, как и не будет эпичных пролетов на дроне. И причиной всему этому служит запрет на использование профессиональной фото- и видеотехники.
Поэтому в съемках данного выпуска будем использовать вот таких маленьких помощников. Insta360, DJI Osmo Pocket, DJI Action и обычный iPhone вот в таком вот Брэндон Ли обвесе. Но для меня своего рода это будет неким челленджем. И посмотрим, что из этого получится. Потому что, если честно, я буду это делать впервые. Уверен, что получится неплохо. Главное все делать с удовольствием и с большой любовью. А пока мы идем к той самой плавающей мечети, Женя меня просветила о правилах принятия пищи в священный месяц Рамадан. Когда у нас наступает закат, сейчас 6:30-6:34 будет закат, начинается ифтар. Ифтар – это как раз по-арабски так называемый завтрак, когда люди могут спокойно выпить стакан воды, поужинать, и до рассвета они могут спокойно принимать еду, воду, то есть нет никаких проблем, нет никаких ограничений. Да. Поэтому сейчас все рестораны как раз работают в этом режиме ифтар, так его назовем. То есть ровно в 6 часов все рестораны будут уже заняты, уже все столики будут зарезервированы, и в 6:30-6:34 люди начинают есть. Мы прошли 5-звездочный отель, перед нами открывался вид на роскошную яхту и тот самый треугольник, в котором располагалось руководство яхт-клуба. А вот и сама мечеть, белоснежная, плавающая, да еще и в самое правильное время – предзакатное. Плавающая мечеть была построена в 1985 году и названа в честь Али ибн Талиба, одного из самых почитаемых сподвижников пророка Мухаммеда и 4-го халифа ислама. Архитектурный стиль мечети сочетает в себе современную и традиционную исламскую архитектуру. Ее белоснежные стены и купола, а также обширные арочные окна создают впечатляющий вид, особенно на закате. Мечеть может вмещать около 600 человек и построена на платформе, что делает ее плавающей. Во время высоких приливов уровень воды поднимается, создавая видимость, что мечеть действительно плавает. И это зрелище привлекает множество фотографов и туристов, желающих запечатлеть красоту этой конструкции. Внутри мечети имеется просторный молитвенный зал, а также отдельные комнаты для женщин. Декорации выполнены в традиционном исламском стиле с красивыми каллиграфическими надписями и узорами. Плавающая мечеть служит важным культурным и религиозным центром для местных жителей. Она не только используется для молитвы, здесь также проводится множество мероприятий, таких как лекции, курсы и собрания, которые помогают укрепить общину. Мечеть привлекает не только верующих, но и туристов со всего мира благодаря своему уникальному дизайну и живописному расположению у пляжа. Собственно, по этой причине появились здесь и мы. До заката оставались считанные минуты, и около входа собралось много верующих, которые с нетерпением ждали заката. Через 15 минут у нас будет адан. Адан – это призыв к молитве. И когда прозвучит адан, то все могут приступить к ифтару, то есть к приему пищи. Они начинают обычно с воды. Обязательно нечетное количество фиников. Как говорил пророк Мухаммед, нужно съесть обязательно 7 фиников. Нечетное количество или 7 фиников. Также они пьют арабский кофе, такой зеленый, мы про него обязательно с вами поговорим более подробно. И потом уже позже они молятся обязательно. И после молитвы уже полноценный, так скажем, у них ужин. Крайне необычно было наблюдать с мечети не городские пейзажи, а морские. Такое тоже со мной впервые. Жень, слушай, расскажи, пожалуйста, но вот этот круизный лайнер, я смотрю, он не двигается и стоит уже здесь 2 и, наверное, больше дней. Но так как у нас сейчас священный месяц Рамадан, то лайнер у нас стоит в течение всего месяца, и любой желающий может забронировать столик в ресторане Ароя. Вы можете поехать на лайнер и провести там вечер
провести там ифтар, сухур. А снять номер, как в гостинице, Да, тоже можно? можно. Тоже. То есть он сейчас, по сути, выполняет роль гостиницы. Роль гостиницы, да. Вас отвезут, Поехать, привезут. да. Угу. Поужинать, провести хорошо время со своими любимыми, со своей семьей. Это очень Здорово. популярно среди местных жителей. А там есть алкоголь? Нет, алкоголь запрещен. Солнце неумолимо падало к горизонту, и это означало, что скоро все верующие приступят к долгожданному ужину. Прозвучал азан, призыв муллы к молебну. Рядом с мечетью располагалась зона с большим количеством заведений фастфуда. Тут же сидели горожане и вкушали пищу. Кто-то за столом, кто-то на газоне или прямо на набережной. И это нормально. Дальше мы отправились прогуляться на знаменитую набережную Корниш. Набережная Корниш в Джидде – это одно из самых популярных и живописных мест в городе, представляющее собой длинную береговую линию, протянувшуюся вдоль Красного моря. Она является как центром досуга для местных жителей, так и привлекательной туристической зоной. Корниш была разработана в 70-х годах как часть программы по улучшению городской инфраструктуры и созданию зон для отдыха. С тех пор она значительно расширилась и преобразилась, став важным центром для отдыха и развлечений. Набережная протяженностью около 30 километров украшена зелеными парками, скульптурами, фонтанами, а также современными зданиями и отелями. Вдоль Корниша расположены многочисленные кафе, рестораны, магазины, предлагающие разнообразные блюда и услуги. Особенно приятно здесь прогуливаться уже после заката. Во-первых, не так жарко, во-вторых, ночная иллюминация придает особый шарм. Гулять здесь безопасно в любое время суток. И в целом и Джидда, и Саудовская Аравия очень безопасная страна. И об этом мы также скоро поговорим. Корниш предлагает комфортные маршруты для пеших прогулок и велосипедных поездок, что делает ее популярным местом для активного отдыха. На набережной находятся несколько общественных и частных пляжей, где местные жители и туристы могут наслаждаться солнечными днями и морем. Ну что, Сергей, добро пожаловать в ночную Джидду. Welcome! Hey! А теперь пора вернуться в Марину для того, чтобы показать, что из себя представляют рестораны этой локации и ответить на все вопросы, которые мы подвесили в самом начале выпуска. Несмотря на то, что у нас не Рамадан, но мы тоже весь день ничего не ели. И поэтому эти запахи, если честно, возбуждают аппетит. И я был бы не против сейчас куда-нибудь заглянуть и прям на себе ощутить все гостеприимство арабской кухни. Итак, что из себя представляет локальная саудовская кухня, я раскрою в следующих выпусках, когда мы отправимся в Табук и Аль-Улу. Здесь же хорошо представлена ливанская, иранская, сирийская кухня. Столик нашелся, мы присели в иранском ресторане «Шираз». Смотрите, обязательный welcome. Это знаменитые финики, водичка и арабский кофе. Посмотрите, он весь такой вот светлый, даже молочно-зеленоватого оттенка. Потому что здесь кофе, он совершенно не такой, к которому мы привыкли. Да, именно такой мы пили в Бахрейне. Он с большим количеством приправ. Я не сильно разбираюсь, какие это приправы. Он очень пряный, но говорят, что он тонизирует еще сильнее, чем обычный кофе. Принесли супчик, как welcome. Женя говорит, что, скорее всего, это из-за Рамадана какой-то особенный суп. Да, постненький, по ощущению, горохово-грибной какой-то. Суп-пюрешечка такая легкая и вкусная. Так, ну что, нам принесли первые закуски. Есть, конечно же, очень хочется. Это, посмотрите, это закуска из баклажанов, хумус собственной персоной. Здесь совершенно другая подача, не так, как мы в Ливане это видели. И салат. Очень хочется уже попробовать. Не забываем, в этих странах едят еду едой, поэтому отламываем кусочек лепешечки и пробуем хумус.
То, что нужно. Пробуем закусочку с баклажанчика. Баклажан плохим не бывает, но вот эта история очень похожа на ливанскую. Очень вкусно. Тем временем нам принесли кебаб. Это говядина. Очень похоже на вырезку. Очень мягкое, вкусное мясо. Но наслаждаемся. Все было очень вкусно, обслуживание было также на очень высоком уровне. Все прекрасно говорили на английском. После ужина нам предложили перейти в особую зону, попить знаменитого чая с шафраном. И здесь, за чаем, мы перешли к беседе, результатом которой станет современный портрет Саудовской Аравии. Жень, но основной вопрос. Как ты попала в Саудовскую Аравию? Попала я в Саудовскую Аравию в 2019 году. Приехала я сюда к своему любимому супругу. Мой супруг местный, он проживает в городе Джидда. И таким образом я очутилась в этой прекрасной стране. Но выйдя замуж за саудита, вы приняли ислам? Нет, я не принимала ислам и не планировала, однако я очень интересуюсь религией ислама, особенно историей религии в целом, так как для того, чтобы понять местный менталитет, нужно обязательно изучить этот вопрос вдоль и поперек. И я постоянно обновляю информацию, постоянно изучаю. Но, тем не менее, его семья абсолютно была не против. То есть они все соблюдающие мусульмане, но они очень толерантно относятся к тому, что я являюсь христианкой. Казалось бы, они тут такие традиционные, такие, да, так сказать, ортодоксальные арабы. И вот, пожалуйста, тебе. Это очень интересно. Да. Слушай, у нас в команде, в которой мы приехали, в дайверской команде, да, очень много девушек-дайверов. И от них вопросов, когда мы собирались в эту поездку, было больше всего. Основные, они связаны, в чем можно ходить, в чем можно купаться. Накажут тебя, если ты придешь там не в абае или еще что-то. Ну, конечно, я уже многое увидел, но пусть все девушки, которые будут смотреть этот выпуск, услышат, так сказать, от первоисточника правила и основные моменты по дресс-коду. Да, дресс-код – это самый актуальный вопрос. Действительно, его задает каждый, несмотря на то, что сейчас в интернете очень много информации. Скажу следующее. Девушки могут носить любую европейскую одежду. Главное, чтобы она соответствовала нормам и правилам. Что это значит? У вас должны быть закрыты плечи, зона декольте, и ваше платье или юбка, или можно брюки, должны быть обязательно ниже колена, да, чтобы закрывать, так скажем. Локти можно открывать, в принципе, проблем никаких нет, но если вы их закроете, это будет очень, ну, тоже... Ну, то есть это будет... уместнее, тема, да, такая, что вы уважаете местную традицию, да, местную культуру. Да, то есть, понятно, безусловно. Поэтому можно выбирать все, что ваша душа пожелает. Главное понимать одно. Если вы посещаете такие места, как Медина, если вы являетесь мусульманами и вы едете в Мекку, обязательно вы обязаны соблюдать строгий дресс-код, то есть полностью соответствующий нормам шариата. То есть это абая, это хиджаб, то есть никакой европейской одежды быть не может. Вот когда вот так или нет, просто лицо покрыто? Хиджаб – это платок. Да, а никап – это вуаль. Да, никап туристы не обязаны Ну, то есть, носить. в принципе, можно одеть платок, и этого будет достаточно. Да, главное, чтобы у вас все было закрыто полностью, соответствовало нормам шариата, да, безусловно. Еще один важный вопрос. Опять же, прочитал его в интернете. Куда можно ходить девушкам, и нужно ли им обязательно опекун, родственник мужского пола? Ну, начнем с самого главного. Когда у нас пришел Мухаммед бин Салман, когда он стал наследным принцем, Саудовская Аравия полностью поменяла свой курс. Да. Страна стала более свободной в хорошем смысле. То есть, что касается женщин, он полностью изменил социальную жизнь колоссально. То есть девушки могут открывать бизнес, девушки могут путешествовать без опекуна, девушки могут, естественно, выходить на улицу без сопровождения своего отца, без сопровождения своего брата или мужа. Поэтому, да, отвечаю еще раз на ваш вопрос, опекун для женщины больше не нужен. Она независимая, сильная, да. Женщина красивая. Теперь это полноценный член общества с большой буквы.
Слушай, ну и продолжая тему общения женщин и мужчин, тоже в интернете прочитал, что полиция нравов ходит, смотрит, чтобы никто, не дай бог, не показывал никаких знаков внимания, знаков привязанности. То есть нельзя держаться за ручки, ну уж тем более нельзя ходить в обнимку, целоваться на людях. Ну уж тем более хлопнуть по попе, это ж я вообще не исключаю такое. Что здесь? Конечно, проявлять эмоции в открытую здесь не принято. То есть поцелуи и страстные объятия мы с вами здесь не увидим, и я считаю, что это правильно. Однако ходить за ручку здесь абсолютно можно спокойно, там чуть-чуть приобнять, нет никаких проблем. То есть мы с вами буквально в старом городе видели, как двое супругов, Я прям во время ждал, ифтара, когда полиция нравов прилетит с палками сразу на центральной площади, выпарят. Но этого не произошло, друзья, не произошло. Они держались за ручку, улыбались друг другу, то есть флиртовали, и Куда это было очень мир? мило. Да, поэтому в таком плане проблем никаких нет. То есть люди могут проявлять в меру чувства и эмоции, да, но в меру, всего в меру. Слушай, но еще один важный вопрос, коль уж мы подняли тему мужчин и женщины, пляжи. Как здесь пляжи? Ну, смотрите, стоит отметить следующее. Пляжный отдых здесь на данный момент не совсем развит, потому что местные жители, они не привыкли отдыхать на море в том понимании, в котором хотим мы. То есть для них что такое приехать на море? Это посидеть вместе со своей семьей, устроить пикник, выпить саудовский кофе с финиками и так далее. И наслаждаться погодой. Да, на закате. Общественные пляжи стали открываться буквально недавно. Ну, то есть после 2019 года, да? Ну, я бы сказала, последние 2 года стали появляться общественные пляжи, однако там нужно соблюдать строгий дресс-код. То есть мы с вами там в бикини, и мужчины, так скажем, в пляжных шортах особо не позагораем, не поплаваем. Однако для нас, для иностранцев и для желающих также местных жителей есть частные резорты, частные пляжи. Опять же, в котором живем мы. И наши девочки с удовольствием ходят. Да, там можно ходить в бикини, в любом европейском купальнике, загорать. Мужчины и женщины могут находиться вместе. И более того, там даже отдыхают арабы, не только местные, конечно, арабы, которые... пришли посмотреть. Да, и арабы из других стран отдыхают и загорают. И, в принципе, потихонечку это начинает входить в их образ жизни. Слушай, смотри, вот если я со своей женой пришел на пляж, на вот общегородской, она должна во что одеться? Она должна быть в буркине. Я думаю, что буркини это мусульманский купальник, который тебя не обтягивает, который является полностью свободным. То есть он выглядит как что? Он выглядит как лосины с длинной туникой. Их очень много вариаций на самом деле. Лосинская абая такая. Ну да, она полностью... Снизу лосины, сверху абая. А для мужчин? Но что касается общественных пляжей, конечно, мужчины должны обязательно носить шорты до колена, да, чтобы обязательно не была открыта эта часть. И на общественных пляжах все-таки им советуют одевать футболку. Однако я хочу еще сделать одно такое заявление. У нас сейчас открылся новый проект Red Sea Project, Visit Red Sea. Многие, я думаю, уже слышали. Острова, которые находятся в Красном море, не насыпные, настоящие необитаемые острова, на которых сейчас идет строительство 5-звездочных отелей, люксовых, наподобие Мальдивских островов, куда как раз многие туристы могут приехать, отдохнуть, и там не будет никакого дресс-кода, там будет полностью свободный отдых для мужчин и женщин, и это потрясающий опыт. Шибара Айленд, один из них. Ребят, запомните, я уверен, там круто. Жень, гуляя по центру, я вот наблюдал за людьми и не увидел каких-то там шнырей, воришек, каких-то, вот знаешь, кто-то там за твоей сумкой, за рюкзаком присматривал, за сумкой женской. То есть люди все ходят на расслабоне и чувствуют себя, вот, знаешь, как рыбки в аквариуме, что тут безопасно и никто на них не нападет. Да, действительно, это так. Страна очень безопасная. Я вам скажу, что мы иногда не закрываем дверь в дом. Мы можем оставить спокойно вещи на столе, и никто их не тронет. Здесь нет никаких карманников, нет никаких воришек, потому что страна безумно безопасная. И ты чувствуешь себя здесь комфортно. Тебе не нужно беспокоиться за свою сумку, за свою камеру, за свои деньги, то есть телефон забыл, завтра пришел, тебе его отдали? Да, конечно. Класс. Слушай, и читал, что раньше
по-моему, здесь за воровство отрубали какие-то конечности. Такое было? Сложный вопрос, но могу сказать, что по законам ислама за воровство, естественно, наказывают таким образом. Да. Кстати, про наказание. Тоже читал в интернете, там за какие-то провинности, ну, не буду врать какие, но слышал, что там то ли по пятницам, то ли по субботам проводились какие-то публичные порки палками. Ну, не то, что публичные порки, публичная казнь это называется. Назовем вещи своими именами. Да, действительно, каждую пятницу здесь на площади Правосудия такое случалось. Однако сейчас мы это с вами не увидим, потому что страна взяла курс на другой уровень. И поэтому те, кто до сих пор думает, что здесь все именно так, они ошибаются. Задам еще один вопрос, который, наверное, интересует всех туристов, которые сюда приезжают. Алкоголь. С ним что? Алкоголь запрещен. Здесь полностью стопроцентный сухой закон, то есть вы не можете ввозить алкоголь, вы не сможете его купить на территории королевства. И даже в дорогих отелях? И даже в дорогих отелях. Поэтому... А если втихаря, мы ж дайверы, мы знаем, как проводить алкоголь в страны, где нельзя употреблять алкоголь. Это нелегально. Это нелегально, поэтому я вам не советую заниматься таким вопросом. Какие-то штрафы, либо еще что-то? Ну, конечно, за это будут штрафы, за это может грозить депортация, то есть, за это может... А тюрьма может быть за это? Ну, могут, я думаю, посадить, чтобы вправить мозг на пару дней понял. в тюрьму. То есть алкоголь лучше сюда не все, но поверьте, здесь и без алкоголя очень хорошо. Так, теперь о приятном, как и говорил. Вот в Катаре у мужчин основным развлечением является соколиная охота. Либо там кони, либо верблюды. Здесь что? Здесь, во-первых, это верблюды. Здесь есть верблюжьи скачки. Да. Также разводят арабских лошадей. И тоже есть соколиная охота. То есть все эти развлечения, которые мы с вами встречаем в Катаре или в Арабских Эмиратах, также саудиты очень это любят. Да. Следующий вопрос от меня, как, скажем так, от профессионального кинодела. Планируя сюда поездку, я попытался оформить ввоз дрона. У меня это не получилось, потому что, чтобы его зарегистрировать, нужно иметь саудовский ID, которого, естественно, у тебя нет. Ну и все остальное рушится, в общем, ничего не работает. Дрон ввести официально и легально не получается. Черт с ним, с дроном. Но почему сюда нельзя привозить большие камеры? Ну как большие камеры? То есть та же Sony FX3 с объективом, то есть камера, на которой я снимаю абсолютно все свои блоги во всех абсолютно странах. Здесь это непозволительно. Да, и мы видели, когда мы снимали просто вот на эту маленькую Osmo на iPhone, к нам подходили регулярно security, спрашивали, что вы здесь снимаете. Надеюсь, там это у вас там не профессиональная камера. Нет, что вы, это просто iPhone, гораздо хуже, чем ваш. Поэтому почему так здесь? Ведь они развиваются. Ты же говоришь, они взяли курс на развитие туризма. А почему-то они дают снимать-то? Начнем с того, что здесь очень ценят частную жизнь. Да, то есть поэтому нельзя снимать на дрон. Профессиональная камера тоже, то есть вам нужно для этого брать специальное разрешение, специальную лицензию оформлять. То есть если вы хотите приехать сюда и снимать на профессиональную камеру, вам нужно пройти очень много инстанций, обращаться в Министерство туризма, Министерство культуры, предоставлять полностью свой сценарий. То есть они хотят полностью знать, что вы снимаете о стране. То есть полностью, чтобы вы соблюдали цензуру королевства, которая нужна в королевстве. Ну а если я сниму на iPhone не цензуру королевства? Я не могу ответить на этот вопрос. Я думаю, что в будущем они поменяют правила и будет гораздо легче. Последние айфоны или там не айфоны, Samsung, они снимают. Вот такие правила, поэтому нам приходится следовать. Я скажу, что это проблема не только для блогеров, которые приезжают из зарубежных стран. Это также касается блогеров, которые проживают здесь в королевстве. То есть также местные, они должны получить специальное разрешение, специальную лицензию для того, чтобы снять ту или иную локацию. Ну, то есть фотограф, который поехал снимать свадьбу в Аль-Улу, допустим, ему тоже нужно оформлять лицензию на именно эту локацию, на именно этот день. Именно этот день. Капец. И это стоит очень-очень-очень прилично, я вам могу сказать, да. Вопрос про образование. Случайно увидел то ли передачу, то ли какой-то ролик.
что в данный момент правительство Саудовской Аравии молодых людей, закончивших школу, отправляет в ведущие вузы мира. То есть это Англия, это Америка, Европа, абсолютно бесплатно, то есть за счет правительства Саудовской Аравии. Притом им оплачивают и проживание, и питание, и перелеты, и, собственно, всю программу обучения. Это правда? Да, это правда, это абсолютная правда. Действительно, студенты, которые заслужили, те, кто хорошо очень учился в течение учебного года, они могут поехать на стажировку в другую страну, потому что для Саудовской Аравии сейчас важно, чтобы их граждане получали образование на высоком уровне, возвращались в свою страну и занимали должности, высокие должности и приносили пользу. Жень, ну и последний вопрос. Интервью у нас получилось длинное, но поверь, ответы на эти вопросы, они очень важны людям, которые находятся по ту сторону экрана. Как здесь с медициной? Медицина здесь тоже на высоком уровне. Вообще в Саудовской Аравии все на высоком уровне, поэтому медицина, безусловно, здесь главное иметь страховку. Если вы иностранец, то есть вы работаете, главное иметь хорошую страховку. Для местных жителей медицина полностью бесплатная. Здесь очень хорошая хирургия, очень хорошая стоматология. И в целом проводят очень серьезные операции с большим успехом, потому что все наши доктора учатся за границей, учатся в Америке, учатся в Великобритании. И они приезжают классными специалистами, поэтому здесь мы доверяем свое здоровье нашим докторам, и поэтому медицина здесь как ты хорошо сказала, популярная. Нашим докторам, нашим саудовским докторам. Да, нашим саудовским я докторам. Понял. Но здесь доктора не только саудовские, здесь доктора из других стран. Ну, я понял, то есть они... те, кто работают здесь, в Саудовской Аравии. это очень, кстати, по поводу профессии доктора, здесь это очень почитаемая профессия. Если вы доктор, то вы уважаемый человек. Да, она во всех странах почитаемая, просто также не все. учителя и так далее, относятся в эту категорию. Поэтому, если вы доктор, приезжайте работать в Саудовскую Аравию, я думаю, что у вас здесь будет очень хороший карьерный рост. Слушай, ну и в завершении нашей замечательной беседы, вот прям что ты хочешь донести людям, которые собираются в Саудовскую Аравию, вот твой такой максимально мощный, емкий спич. Поступайте как Сергей. Не верьте тому, что написано на просторах интернета. Не верьте статьям, которые пишутся по кальке. Приезжайте в Саудовскую Аравию, мы покажем вам настоящую арабскую культуру. Мы погрузим вас в эту культуру. И помните, что Саудовская Аравия – это не только пустыня, это не только Эр-Рияд и Джидда, это огромное количество новых направлений. Это Аль-Ула, это Таиф, это Абха, это Табук. Это потрясающая страна с разными климатическими зонами, с богатой культурой. Поэтому мы ждем. Мы с Женей провели 2 дня. В итоге у нас сложилась полная картина и по городу Джидда, и по тому, что представляет из себя Саудовская Аравия в 2025 году. Что здесь ждет туристов, какие правила в отношении одежды и поведения, и какие амбициозные проекты здесь будут реализованы в обозримом будущем. Мы много перемещались по ночному городу, и проводя в дороге по часу, становилось понятно, какой все-таки большой этот город и какое отвратительное вождение у местных. Очень часто мы встречались с особенностями местной культуры вождения и порой удивлялись, почему при таком вождении здесь так мало ДТП. А еще выяснилось, что основной транспорт – это автомобили, и здесь нет привычных трамваев, автобусов и метро. Есть такси и местные операторы, которые ездят по счетчику, и привычный Uber. Цены умеренные. Например, 15-минутная поездка из отеля в аэропорт стоит в районе $13. По сути, мы прогулялись по самым важным туристическим местам города Джидда. Я надеюсь, что вам понравилось это путешествие. Если это так, то ставьте пальцы вверх. Обязательно подписывайтесь на канал, потому что наше путешествие по Саудовской Аравии еще не закончено. До новых встреч!